Зима 1947 года. Декабрь. Уже больше 2 лет, как закончилась страшная война, и оставшиеся в живых мужики вернулись домой в деревню. Почему-то именно тот год выдался ярким на такие события. Спасаясь от военных бомбежек и обстрелов, бежали с насиженных мест не только люди, хватая свои пожитки, но и животные. Еще осенью в окрестных лесах появилось много волков. Помимо местных серых, мелькают то тут, то там огромные светлые хищники. Явно пришлые. Заметили мужики-охотники и насторожились. Волки так обнаглели, что, не стесняясь, заходили во дворы даже днем и утаскивали мелких животных и птицу. Ничего не боятся. Война закончилась. Народ ликует, расслабился. Возможно, в такие минуты и подкрадывается старуха-смерть. В небольшой деревеньке у самого леса в доме Игнатьевых собираются ужинать. Мать достала из печи чугунок с картошкой и выставила на стол. Квашеная капуста и моченая клюква завершают украшение стола. Нина выглянула на крыльцо. Увидела 8-летнего Шурку, что катается с горки за оградой, и окликнула: «Шурка, ступай домой. Ужинать пора». «Мам, я сейчас», — конючит мальчик. «Еще минуточку. Скачусь пару раз и приду. Я быстро». Ему хорошо одному. Остальные ребята только что ушли по домам. Горка полностью в его распоряжении. Он так увлекся, что не видит дюжину пристальных глаз, что наблюдают за ним из темноты. Мать и бабушка сели за стол, не дожидаясь внука. Разделив горячую картошку, принялись ее чистить и есть. Нина очень сердита на сына за то, что он не слушается. Но материнское сердце заныло, кольнуло под сердцем. Она ойкнула и прижала руку к груди. А в это время сын еще раз съехал с горки. Все произошло молниеносно, четко и слаженно. Как только мальчик скатился, к нему подбежала стая волков. Они разорвали его на куски и унесли свою добычу в тайгу в свое логово. Нина встала из-за стола и, накинув на плечи фуфайку, снова вышла на крыльцо. Никого не видно. Она несколько раз позвала сына: «Шурка». «Кому говорю, иди домой. Картошка остынет. Сейчас ремня получишь». Но на ее угрозы никто не отозвался. Она вздохнула и вернулась в дом. «Нинушка, почему Шурка не идет?» — спрашивает пожилая мать, мусоля беззубым ртом картошину. «Он всегда голодный, первый к столу бежит». «Что там?» «Он на горке катался», — растерянно отвечает Нина. Теперь его не видно. Ушел к кому домой, что ли? Вот придет, я ему уши-то надеру. Она стучит пальцем по столу, а у самой на душе ноет, словно зуб разболелся. «Мам, что-то мне неспокойно», — говорит она, обувая валенки и надевая фуфайку. «Выйду, гляну, где он». «Погодь», — останавливает ее мать, «ты головешки из печи возьми. Посветишь себе и волков отпугнешь, если рядом бродит». «Каких волков?» — перепугалась Нина. «Ах, я и забыла, что в соседней деревне волки на старуху напали. Ах ты, Боже! Только бы с Шуркой все обошлось». Нина открыла заслонку и положила в печь полено. Дождалась, когда огонь схватится за дерево, и осторожно вынула его из печи. Оделась и взяла полено. В ночной темноте воет то ли ветер, то ли волки. Женщина вышла за ограду, освещая себе дорогу тусклым факелом. «Шурка, Шурка, отзовись! Не бойся! Сынок, выходи!» — зовет мать, еле сдерживая слезы, а про себя молится, только бы с ним ничего не случилось. «Боже, спаси и сохрани моего сыночка». На спуске с горки она видит несколько капель крови и валенок сына. Взвыла мать и заметалась. «Сынок». Она кричит, прижимая валенок к груди,
и понимает, что все самое страшное уже случилось. Но еще не может это принять. Она побежала по соседям, чтобы помогли в поисках сына. Вызвались старик Егор, у которого было еще довоенное охотничье ружье, и однорукий Игнат. Мужчины обыскали все в округе, но кровавые следы ведут вглубь леса. Отложили поиски до утра. Матери, что бьется в истерике, налили стакан самогона, чтобы успокоить. Женщина перестала голосить. Сидит, закрыв лицо руками. Всю ночь она не сомкнула глаз и скулила, как собака, потерявшая щенка. Утром поиски продолжили. На опушке леса нашли обрывки одежды мальчика и обглоданные кости. Очевидно, хищников спугнули выстрелы, и они бросили добычу. Так и хоронили завернутые в рогожу кости и окровавленные тряпки. Седая, как старуха, мать, молча, стояла над гробом и качалась на ветру. Кладбище. Вьюга. Мать улыбается и смотрит куда-то вдаль. Перед глазами матери мелькают, как кадры кинопленки младенческие годы Саши. Вот он начал ходить. Смешно улыбаясь, оглядывается и хохочет, быстро перебирает ножками по полу. Вот он помогает матери по дому. Нина хвалит его и пытается поцеловать, а он сердито отстраняет руки матери и ворчит: «Мам, не надо. Я уже большой». Вот последняя осень его жизни. Сын помогает копать картошку в огороде и заботливо, как хозяин, оглядывает урожай. Мать чувствует, что в доме появился кормилец вместо пропавшего без вести на фронте отца. Она грустно улыбается и шепчет: «Сашка, родной ты мой, не уберегла я тебя. Прости меня, сынок».